Всем привет, меня зовут Иван. Хотя это не так важно. Важно то, что я стал настоящим дрищом. Закончились новогодние праздники, я посмотрел на себя в зеркало 10 января и понял, что мое тело оставляет желать лучшего. Хоть я и отжимаюсь каждое утро по утрам, но моя грудь начинает обвисать, начал живот появляться. В общем, я так постоял, взвесился и принял решение, что нужно накачаться за этот месяц. Предлагаю и тебе поучаствовать в моем челлендже. Я хочу набрать за месяц массу хотя бы минимум 5 килограмм. Посмотрим, как у меня это получится. Сейчас мой вес балансирует в районе 66-68 килограмм. И последние годы, так как я не занимаюсь в качалке, вес совершенно не растет. Я хочу сделать 75 килограмм за этот месяц. В общем, с сегодняшнего дня иду в качалку. Иду на первую тренировку, конечно, жестоко ломает. Первый раз заставить себя тренироваться, это, конечно, очень сложно. Вот, сейчас пару бананов съем и начинаем. Но психологически это, конечно, прям жестоко. Никаких администраторов не надо. Вошел, и ты уже внутри. Ну что, вот мы и на месте. Для начала нужно хорошенько размяться, а то с непривычки можно получить травму. Моя тренировочная система построена только на базовых упражнениях, но количество подходов и повторений не по стандартной схеме. Именно этот секрет поможет мне быстро набрать массу. Первый день я буду делать грудь, это жим лежа, жим на наклонной скамье, руки, немного прокачаем бицепс, трицепс, дельтовидные мышцы и пресс. Нужно сегодня в первый день разбудить все группы мышц верхней части тела, но без особого фанатизма. Ну все, потренировались сегодня от души. Сейчас главное хорошенько подкрепиться. Конечно, первый день был очень сложный. Все делалось через силу, очень тяжело, но я преодолел себя и думаю, с каждым днем будет все лучше и лучше, легче и легче. Так что, друзья, первый день, если вы начинаете, будьте готовы, что будет просто каторга. Будет сложно, но главное кушать побольше. Утро второго дня. Если честно, боюсь встать с кровати. Да, если честно, страшно было вставать с кровати. Обычно после большого перерыва, как правило, на следующий день все болит. Но я спокойно подышал воздухом, растерся снегом, съел 2 банана на завтрак и отправился на работу. Сегодня и завтра много работы. Я как раз дам организму отдохнуть, и 13 числа, в воскресенье, пойду опять заниматься. В обед в 12 часов я сделал себе коктейль из миндаля, бананов и яблочного сока. Получилось необыкновенно вкусно и питательно. Настоящий белковый коктейль. В течение дня я съел еще пару бананов, 3 яблока и несколько мандаринов. А вечером дома приготовил себе салат из рукколы и помидоров. Суббота, выходной. Все отдыхают, но мы работаем. Надо продавать хлеб людям. Всю ночь выпекали, теперь довольные жители пойдут завтракать нашим хлебом. Кстати, я, наверное, единственный веган на свете, который работает в булочной, но совсем не кушает хлеб. Мой рацион — это только сырые овощи и фрукты, причем уже более 6 лет. Как думаете, наберу я массу на таком питании? Напишите сейчас в комментариях. После работы заехал к другу в гараж. У него появился новый автомобиль на продажу. Называется Lotus. 2004 год выпуска, но смотрится бомба. Впервые вижу такое чудо техники, мне очень понравилось. Теперь хочу себе такую. Как думаете, брать или не брать? Записался в парикмахерскую, пойду сейчас схожу, подстригусь. Раз начали тело прокачивать, надо и внешность тоже хорошо поддерживать. Ну что, так, по-моему, получше, да? Все, осталось еще побриться и вообще буду нормальным человеком. Второй тренировочный день начался отлично. Начинаем, как всегда, с разминки и разогрева. Сегодня будем прокачивать спину и плечи, поэтому сегодня я уже добавил подтягивания. С этого дня они включены в программу тренировок. Приступаем к становой тяге. Как я считаю, самому важному и мощному упражнению. Становая прокачивает ваше тело от пяток до самых ушей, укрепляет спинной корсет. Дальше мы работаем на плечи. Это одно из любимейших упражнений Арнольда Шварценеггера.
Далее делаем тягу Т-грифа. Выполняем упражнение только таким образом, не на тренажере. И в конце работаем на трапецию. Как всегда, в завершении тренировки мы делаем пресс. Ну все, тренировка на сегодня закончилась. Можно сказать, все прошло в таком легком, лайтовом режиме. Хорошо, что я дал отдохнуть своим мышцам 2 дня, потому что у меня, в принципе, сегодня ни грудь, ни руки не болели, но очень сильно болел живот. Все-таки прессу я всегда уделял очень мало времени. Вот, и на прошлой тренировке, если честно, я его убил. Но сегодня пресс все равно по делу, все хорошо. То есть через силу, через боль все идет как надо. Вот это вот, друзья, самый настоящий натуральный протеин природный. Миндаль, бананы и шпинат. Силы хоть отбавляй. Сегодня мы будем проводить утреннюю тренировку на улице. У нас выпало очень много снега, красивейший, правда уже чуть-чуть таять начал. Сейчас я вам покажу. О, ты уже начала без меня? Да, привет. Все, бегу. Это приседание, как вы, наверное, уже знаете. Просто если 90 градусов опускаться, мышцы бедер, есть аддукторы и абдукторы. Крутятся, но поднимать ногу, например, да, сразу. Или менять сразу прыжком. Всем удачи и хорошего настроения, хорошего дня. Все, мы побежали на работу. Вот так вот, друзья. Никакого покоя, ни минуты покоя. Сегодня будем ноги прокачивать, приседания делать, конечно. Мне это упражнение не очень нравится, но делать его нужно. Так что пойдем потихонечку на тренировку уже. Итак, третье занятие. По расписанию у нас сегодня тренировка на ноге. Поэтому очень хорошо их разогреваем, тянемся. Не забываем также про турник. Я за месяц хочу набрать не только массу, но и увеличить количество подтягиваний. Приседания я не очень люблю, но делать их нужно обязательно. Это базовое упражнение, такое же как становое или жим лежа. И именно приседания способствуют выработке тестостерона, что очень сильно влияет на набор мышечной массы. Поэтому, если вы не приседаете, вы и не растете. Также я всегда уделяю внимание икроножным мышцам. И делать это упражнение я люблю только со штангой. Как вы заметили, я работаю по базовой программе и совсем не использую тренажеры. Я считаю, что при наборе массы они не нужны. Очень важно работать именно со свободными весами, со штангой. Заканчиваем сегодняшнюю нашу тренировку прессом и идем переодеваться. Ну что, после 3 тренировок я стал настоящим Халком, таким же зеленым. Конечно же, после 3 тренировок здоровенным Халком не станешь. Но если каждый раз есть мандарины после тренировки, я думаю, у меня это получится. Осталось всего 3 недели. Следующая тренировочная неделя началась вполне себе позитивно. Я, как всегда, много работал, выпекал хлеб и кондитерские сладости. Закупался продуктами. Сейчас, кстати, сезон гранатов, и я их ем по 3-4 штуки за раз. Тренировался. Опять качал грудь и руки. Веса пока оставил прежними. Считаю, что мой организм еще не пришел в полноценную форму. Начал бегать по лесу. Поймал огромный кайф, друзья. Очень давно я не бегал. Вспомнил, как же это круто. Попробовал попозировать перед зеркалом. После 3-4 тренировок чувствуешь себя настоящим качком. Но, смотря в зеркало, понимаешь, что ты все равно еще до сих пор дрыщ. Каждое утро обязательное отжимание от пола. Вот уже и ребенок приобщается потихонечку к моему спорту. Тренировка по становой тяге в этот раз прошла отлично. Все упражнения давались хорошо, и я выложился на 100%. Начинаю чувствовать силу во всем теле. После тренировки и рабочей недели съездили отдохнуть и расслабиться в бассейн под открытым небом. На улице -12, а вода плюс 25 градусов.
Получился суперский отдых и заряд энергии на неделю вперед. А в понедельник я даже побегал по морозу. Пробежал благотворительный марафон босиком и по снегу. Но если честно, никому не советую. Потом полчаса отогревал пальцы на ногах. Дома я обычно отжимаюсь, а на работе пью энергетические коктейли из шпината и банана. После этого сразу подтягиваюсь. Вот такой импровизированный турник есть у меня в арсенале. Очень полезная вещь, друзья. Тренировка на ноги прошла хорошо. Я говорил, что не очень люблю приседания и все, что с этим связано. Но в этот раз было полегче, чем на первой тренировке. И я, в принципе, доволен окончанием второй недели своих занятий. Если вы хотите добиваться результата, то обязательно нужно вести дневник тренировок и все досконально записывать. Отнеситесь к этому с большой серьезностью, особенно поначалу. Записывайте количество подходов, повторений, с каким весом вы работаете и так далее. Ну что, мы с тобой практически 2 недели уже вместе. Я думаю, сейчас ты меня смотришь и, надеюсь, как-то мотивируешься. Поэтому давай сделаем так. Сейчас ты пойдешь, поставишь на паузу, пойдешь 10 раз отожмешься и 10 раз поприседаешь. И ниже в комментариях мне напишешь: «Я с тобой». И мы тогда увидим сразу, сколько нас таких мотивированных людей. Так, ладно, давай теперь к делу. Если честно, когда я начинал этот челлендж, я был уверен, что набрать массу это совсем не сложно. Нужно просто много есть, соответственно тренироваться. Но вот проблема в том, что больше кушать у меня так и не получается. Все равно по утрам у меня только 2 банана, потом между завтраком и обедом яблоко или хурма. В обед я стабильно сейчас пью коктейль шпинат, банан и миндаль с яблочным соком. На полдник опять же хурма, банан там или еще что-то. На ужин салат, руккола, помидоры, авокадо. И вечером, вот как бы у меня такая традиция, я 2-3 граната съедаю. Это все. Поэтому особых изменений как бы в себе я не чувствую. Я не чувствую, что я стал тяжелее. Хотя жена отмечает и говорит, что я стал намного здоровее. Ну, видимо, хочет как-то меня подбодрить. А вообще, конечно, я понял, что для набора массы очень важен здоровый сон, который совершенно у меня отсутствует, потому что у меня график работы сменный. Я работаю то в ночь, то днем, то утром. Толком не высыпаюсь. Плюс, конечно же, маленький ребенок. Но у меня очень удачно получается. Сейчас суббота, я записываю видео, и завтра мы улетаем в Египет. Во-первых, погреться, во-вторых, отдохнуть. Поэтому завтрашнюю тренировку, наверное, придется перенести на понедельник. Вообще, я посчитал, что за месяц у меня должно получиться 14 тренировок. 7 я уже провел. На весы, кстати, я еще совсем не вставал. Хочу встать именно в последний день и посмотреть, что получилось. Ну что, друзья, всем привет из Северной Африки, из Египта. Сейчас я вам подробно расскажу и покажу, как мы живем, чем мы питаемся, как мы отдыхаем и как вообще проходят наши дни. В общем, начнем с того, что когда прилетели, был жуткий ветер и холодина. Поэтому на море мы не пошли, а отправились на разведку в тренажерный зал, где меня поджидали сюрпризы. Представляете, я не нашел ни одной штанги. Пришлось становую тягу делать с V-образным грифом, которым обычно качают бицепсы. Что, конечно же, было не очень удобно, но что поделать, работать надо в любых условиях. В общем, тренировку провел как положено, и вроде все получилось. В последующие дни мы купались в море, было, еще раз повторюсь, не очень жарко, но все равно радости полным-полно. Отдыхали в аквапарке, было очень круто и удобно, потому что он был прямо на территории отеля. Конечно же, много кушали, в обилии была зелень, овощи, фрукты, салаты, финики. Опять тренировались, тренировку на ноги пришлось делать на станке. В жизни бы не стал работать на такой машинке, но еще раз повторюсь, что штанги не было, поэтому работал с тем, что имеется. В номерах было прикольно. Как вы можете наблюдать, прямо-таки настоящий и египетский стиль отеля 5 звезд. Кто был на этом курорте, тот меня сейчас поймет. Но для меня главное не сколько сам отель, а море и солнце. Чтобы не было холодно на пляже и в аквапарке, приходилось как-то согреваться. И я делал различные упражнения на выносливость.
то есть отжимался, приседал, бегал по воде, ловил бабочек. Также развлекались игрой в шахматы на полу, но это особо не согревало. Согревались мы в теплом бассейне, предназначенном для детей. Было очень хорошо. По вечерам в отеле проходили различные концерты и мероприятия, детские программы, шоу и дискотека. Если честно, на отдыхе я заметил такую особенность, что я не набирал массу, а наоборот начал худеть. Дома обычно в это время года я ем бананы, хурму, то есть больше фруктов. А здесь в основном была зелень, огурцы, помидоры, цукини, кабачки и так далее. Может, мне это и показалось, но я постоянно был голодный и мог съесть на обед или ужин по 3 вот таких тарелки салата за раз. В общем, контрольное взвешивание покажет. Тренировку на грудь я делал с огромным удовольствием. Все-таки хорошо, когда есть возможность отдыхать, высыпаться, купаться в море и наслаждаться солнцем. Сразу дело идет хорошо и без напрягов. Можно сказать, тренировочная неделя на отдыхе удалась. В субботу мы съездили на экскурсию батискаф, это подводная лодка, через стекла которой можно смотреть рыбок и кораллы. А также я понырял с маской. Не забудьте поставить лайк за морскую съемку. Ну, в принципе, вот так закончилась наша поездка в Египет. Мы улетели, и вот что нас ожидало по приезду дома. Прежде чем мы смогли попасть во двор, пришлось хорошенько поработать лопатой. Тренировка в понедельник прошла отлично. Я последний раз делал упражнения на становую тягу и на всю спину в целом. Конечно же, обратил внимание, что те веса, с которыми я начинал, уже идут довольно-таки быстро. И со следующего месяца уже можно постепенно увеличивать веса на всех снарядах. А во вторник у меня совсем вышел из жизни, я, наверное, чем-то отравился, скорее всего, после Египта. Возможно, был просто перепад давления или акклиматизация. В общем, весь вечер и весь день мне было очень плохо. И потом я просто отлеживался и восстанавливался. В общем, вторник прошел в таком положении. Думал, что в среду вообще не пойду на тренировку, но все равно собрался силами и пошел. Вообще, я такой человек, который всегда доводит начатые дела до конца. И если я уж поставил какую-то цель, то я иду к ней любыми путями. В общем, на тренировке тренировал ноги, пресс, дельты и, конечно же, подтягивания. В четверг я хорошенько поработал в булочной, делал круассаны с орехом на заказ для клиента. Получилось очень красиво, наверное, вкусно, узнаем потом. Ну что, сегодня проводим последнюю тренировку. Завтра рано утром проведем контрольное взвешивание на голодный желудок. Да, если честно, последняя тренировка прошла как-то волнительно. Но легко и непринужденно. Я делал упражнения на грудь и на руки. Вообще у меня получилось всего 13 тренировок вместо 14, как я планировал. Дело в том, что завтра я лечу на Бали, поэтому последней 14 тренировкой пришлось пожертвовать. Владислав Петренко, канал Владис, и Юра Ра проводят интереснейший семинар по саморазвитию и раскрытию себя. Поеду развиваться. Так что смотрите мое видео о приключениях на Бали. И переходите внизу по ссылочке, может быть, вы тоже захотите слетать. Думаю, будет очень интересно. Доброе утро. Ну что, момент истины настал. Пошли взвешиваться. Итак, утро 9 числа, 5 часов утра, контрольное взвешивание. Ну что, друзья, пробуем. Интересно, какой же результат нас ждет. Итак, 72 килограмма и 8. К сожалению, 5 килограмм, 75 килограмм не получилось набрать. Но 72,8 это отличный результат. Это практически ровно 5 килограмм, так как я и хотел. Теперь посмотрим, что у нас с фигурой. Я не сильно смог осознать в тот момент, что я реально набрал 5 килограмм 200 грамм. Ну ладно, пускай трусы и майка весят 200 грамм, но 5 килограмм чистого веса за 13 тренировок только на фруктах и овощах. В общем, я проделал колоссальную работу, отснял очень много материала, около 90 часов все это монтировал. Поэтому я буду очень благодарен тебе за лайк, за подписку. И если ты еще и поделишься этим видео с другом, я буду просто самым счастливым человеком на земле.
А если ты хочешь посмотреть мою тренировочную программу за этот месяц, мой рацион питания на каждый день, то просто напиши мне ВКонтакте, внизу есть ссылочка. Я тебе все вышлю, занимайся на здоровье. Всю информацию я сформировал в отдельный документ и обучающее видео, которое я смогу выслать оперативно любому человеку. Желаю тебе, чтобы ты всего достиг, всего добился и чтобы у тебя все получилось. Главное, нужно верить, работать над собой, и у тебя обязательно все получится. Удачи и пока-пока.